Здравствуйте! Сегодня с вами я, Татьяна, и я вам расскажу, как при помощи простых средств, перчаток, обычной воды и пара тряпок, используя золу, помыть стекло закопченного камина. Стекло камина очень закопченное, огня не видно, поэтому пришло время его почистить, чтобы наслаждаться пламенем. Так, одеваем перчатки и приступаем к работе. Перчатки нам нужны для того, чтобы потом можно было их выбросить и руки были чистые. Ну вот, что мы будем теперь делать? Из зольника мы вычистили золу. Для того, чтобы почистить стекло, нужно оставить золу самой мелкой фракции, потому что крупная нам не подойдет. Оставили ее немножко в какой-то емкости, вода, 2 тряпочки, и я покажу, как это делать вот с таким закопченным стеклом и какое оно будет после. Ну так, приступаем. Значит, нам нужно намочить тряпочку. И этой тряпочкой начинаем протирать стекло. Без ничего. Просто его мочим. Обильно смочить не нужно, чтобы она капала. А влажный протираем. Затем берем, обмакиваем в золу и начинаем такими вращательными движениями, кому как удобнее, начинаем чистить. И на глазах при помощи золы оно потихонечку начинает очищаться. Принцип этот хорош тем, что вы это можете сделать в любое время, не прибегая к каким-либо химическим реагентам. Вот, смотрите, берем воду, золу. Тряпка быстро грязнится. Видите, какая она становится? Поэтому как можно чаще выбираем те места, которые почище, для того, чтобы добиться нам нужного эффекта. Самое главное в этой уборке смачивать таким образом тряпочку, чтобы она золу превращала в кашицу, а не так, чтобы она текла у вас по рукам и по поверхности стекла. Это занимает времени немного, и даже самое сильно закопченное стекло через какое-то время будет идеально чистым. Так, ну теперь мы приступаем к финальной части нашей работы. Эту тряпочку мы кладем в золу, ее потом можно будет выбросить. Берем обычную сухую и начинаем натирать стекло изнутри. Благодаря самым нехитрым способам мы достигли желаемого нам результата. Натираем стекло, и оно у нас на глазах из грязного превращается в чистое. Финальный штрих. Вы помните, какое оно было, и видите, какое оно стало. Вот таким нехитрым способом мы добились таких потрясающих результатов, что теперь даже можно через стекло наблюдать, как падают пилеты, как появляются искры и как появится основное пламя. Итак, с вами была я, Татьяна. В наступающем новом году желаю вам крепкого здоровья, удачи, везения, чтобы все ваши мечты осуществились. С наступающим Новым годом! До новых встреч, до свидания!